Что подумали, что я в Рио-де-Жанейро? Нет, пока я только в Иве. В рамках проекта «Знай свой край» мы отправляемся с вами в усадебный парковый комплекс Умястовских в Жемыславле. Я долго ждала эту поездку. Очень необычная там усадьба. На своих рисунках ее даже изобразил Наполеон Орда в 19 веке, а это что-нибудь да значит. Значит, красивые места и есть что посмотреть. Но показывать интересно не просто стены, плитки, парк. Хотелось снять как-то необычно, чтобы это вызвало интерес и пробудило любопытство. И вот такая возможность появилась, когда в усадьбе было решено провести театрализованную экскурсию. На нее я и успела записаться. И вот мы с вами туда сейчас и отправляемся. От Гродно это порядка 170 километров, но поверьте, это того стоило. Так что, если интересно, присоединяйтесь. Сейчас все покажу и расскажу. Увы, но еще времена коронавируса показали нам, как хрупко все и относительно перемещений и границ. И тогда у меня возникла идея, если нельзя никуда поехать, надо найти то, что есть у нас, и посмотреть хотя бы это. И с удивлением думаю, многие из нас обнаружили, что у нас в Беларуси не менее красиво и интересно. Знали ли вы, например, сколько в Беларуси замков и дворцов? Даже если просто ввести в поисковую строку в интернете «Замки Беларуси», то выходит список из 119 объектов, а храмов, оборонительных комплексов и дворцово-парковых усадеб вообще не перечесть. Поэтому я решила показать вам самые интересные, с невероятными историями и видами. И это будет правильно. Итак, наша экскурсия заявлена в 9 утра. Из Гродно я выехала в 8. На дорогу до Жемыславля по навигатору у меня уйдет 2 часа. Но когда ты обычный турист, он может приехать к началу. У меня же съемки, поэтому все нужно подготовить и лучше иметь на это время. Дворец в Жемыславле построен в 1877 году в стиле неоклассицизм. Помимо него в усадебный комплекс входят несколько других построек разной степени сохранности и остатки парка. Усадьба стоит на берегу реки Гавья, и с реки открывается живописный вид на дворец. Здание дворца пребывает в заброшенном, да я бы даже сказала в аварийном состоянии, и попытка привлечь инвестора для восстановления усадьбы долгое время не увенчалась успехом. Но иногда можно попасть вот на такие тематические экскурсии, и это значит, что интерес к усадьбе растет, а значит, изменения в лучшую сторону все же будут. Ведь с 2017 года усадьба находится в частном владении, инвестор нашелся, вход на территорию осуществляется только с разрешения работников. Постепенно идет реконструкция. На данный момент реконструировали флигель левый, флигель правый, амбар, ледник. Реконструкция самого дворца идет более медленными темпами. На данный момент положили временную крышу и расчистили завалы внутри дворца. Во дворец можно войти, заплатив определенную сумму, однако интерьер внутри еще не восстановлен. Имение в местечке Жемыславле досталось роду Умястовских в 1805 году, а в 1863 Юзефа Умястовская решила возвести здесь дворцово-парковый комплекс. Якуб Умястовский выкупает Жемыславль, который находится около границы Литвы, и с 1807 года поселок и деревянную усадьбу в будущем ждали изменения, которые вносил каждый наследник из рода Умястовских. Резиденция должна была стать уменьшенной копией Королевского дворца Лазенки в Варшаве, вероятно, по проекту архитектора Леонардо Маркони. Строительство завершилось в 1870-х годах, уже при сыне Юзефы, и на крыше дворца, возведенного в классическом стиле, располагалась прогулочная площадка. Интерьеры здания также полностью повторяли Лазенки, а вокруг усадьбы по образцу варшавской резиденции был разбит парк площадью в 7 гектаров. Дворец окружает частично сохранившийся парк пейзажного типа, который был создан в 1883 году по проекту французского садовника Джеймса, приглашенного из имения Тышкевичей. Площадь парка 7 гектар. Он поделен рекой Гавьей на 2 части, и парк вокруг усадьбы утопал в цветах, а на аллее высадили 24 липы. По водным каналам катались на лодочках, и гости и друзья Умястовских прозвали имение Венецией. В каменном дворце на окнах красовались витражи. Полы были выложены паркетом и плиткой фирмы Велеруа и Бох.
Из поездок за границу хозяева привозили богемское стекло, ковры и картины, и в огромных залах устраивали балы. В наши дни эти залы разгородили стенами, в которых выступают колонны, а в те далекие времена эти колонны были в центре бального зала. Дамы в красивых бальных платьях спускались по лестнице, держась за узорчатые перила, и в 1877 году последним владельцем имения стали сын Казимира и Юзефы, Владислав. Он был женат на Янине из рода Остродук-Садовских. Она была моложе мужа на 26 лет, и молодая пара продолжала вести образцовое хозяйство. Перед усадьбой был розарий, а по парку гуляли павлины. Они варили голландские сыры, и их медовуха славилась даже в Лондоне, куда они возили ее друзьям. Уместовские вели светский образ жизни, много путешествовали, были знакомы с известными людьми. Владислав дружил с Александром Дюма, а графиня Янина с дочерьми Ричарда Вагнера. Люди были непростые, и окружение им постать. Что тут еще добавить? К сожалению, то, как жили здесь эти люди, можно сейчас только представить. Александр Дюма пытается про спектакль на мой пераклад его твора «Дама с камелиями». Але я не могу выехать, не поговоривши с тобой про маёнтак. Аканом кажа, што сяляне зноў парушаюць межы. Маёнтак, Уладыслаў, гэта не лісты з Парыжу, не сяброўства з пісьменнікамі ды тэатры. Паглядзі ў акно. Бачыш, там працуюць людзі. Твой бацька Казімір кожну дробязь правяраў. Ён нават глядзеў, як пачышчаныя стойлы. Бо ён казаў, калі конь стаіць у брудзе, ён не прынясе дапамогі. Парадак пачынаецца з самага малога. Запомні гэта, сын мой. Ось, і яно выглядае вось як тое. Бачыце, яно зачыненае. Калі зачыніць, і наколькі ўсё было прадумана, каб усё эрганамічна, спецыяльная такая заглушачка, каб все роўненька было. Я вам пасля пакажу таксама гэта на дзвярах. І усе тут былі жалезныя, толькі ў гэтым пакоі, а ў астатніх былі ўсе такі драўляныя. Во время Первой мировой войны Жемыславль был оккупирован кайзеровской армией. Немцы открыли здесь санаторий для раненых солдат. Ценности из дворца позже были вывезены, и дворец полностью разграблен. Ярд быў, ось ёсць адтулінкі для шароў, можете пасля паглядзець. Таксама вось гэты паркет мы літаральна месяц таму збіралі, глядзелі, ці можна яго захаваць, на жаль, згніла, але ось мы сабралі яго, можа быць, нейкае пано пасля зробім. Гэты паркет ляжаў наступным. Еще при жизни Уместовских во дворце было более 100 оконных проемов. Усадьба была очень светлой, и в каждой комнате были печи и камины, от которых почти ничего не осталось, хотя печи были украшены изразцами ручной работы, каждая в своей тематике. Сохранились только остатки того кафеля с мотивами сказок Андерсена. Во время Первой мировой последняя владелица дворца, графиня Янина, уехала в Берлинский банк спасать капитал. И когда позже Жемыславль стал частью Польши, власти вернули дворец Уместовским. Янина вернулась после Первой мировой и, увидев, в каком состоянии усадьба, очень расстроилась. Мало того, что кайзеровские войска вывезли все, что могли, также постарались и местные крестьяне. Кожаные переплеты книг пошли на обувь, а бумага на портянке. Дворец был разграблен, сейфы и шкафы выломаны, печи разбиты. От этого становилось очень горько, особенно то, что предали свои. И Янина решила не восстанавливать дворец, в котором была так счастлива со своим мужем, а завещала усадьбу Виленскому университету имени Стефана Батория. И когда землей и усадьбой здесь владел Виленский университет, по периметру стояли вот такие столбы, которые до сих пор сохранились, на которых сохранились надписи «Жемыславска, фундация Навукова, Уместовских при университете Виленским». В конце 1930-х годов Янина эмигрировала в Италию, где в 1941 году и скончалась, и место фамильной усыпальницы в Субботниках около мужа осталось пустым, а усадьба сохранила лишь память золотых хозяев. Дворец не пострадал во время Второй мировой войны, и после нее здесь располагалась почта, клуб, правление колхоза, а с 2006 года здание пустовало и быстро разрушалось, потому что, как известно, если в доме не живут,
он разрушается. В 2015-м, когда дворец уже в 5-й раз был выставлен на аукцион, его приобрел иорданский бизнесмен с целью построить здесь отель и ресторан и сделать из этого места популярный туристический объект. Но так ничего и не двигалось с мертвой точки. Тогда усадьбу у него конфисковали и в очередной раз выставили на торги. В 2017-м ее выкупила строительная фирма, которая решила таки заняться ее восстановлением, и начали с хозяйственных построек, постепенно приближаясь к самому дворцу. И вот интерес к усадьбе снова возродился. Так в Инстаграме я нашла информацию, что здесь проводятся театрализованные экскурсии, и сразу записалась. Оказывается, это была первая экскурсия такого рода. Места были разобраны очень быстро. И, как вы понимаете, совершенно я не пожалела, что отправилась в такие дали. Мне очень понравился и формат экскурсии, и то, как это было организовано. Нас встретила экскурсовод Олеся, которая очень доступно и увлекательно рассказала историю этого места. Кстати, экскурсия идет полностью на белорусском языке. После мы прошли внутрь самого дворца. Увы, там мало что осталось от былого великолепия, но и это организаторы экскурсии смогли обыграть. Внутри была та самая театрализованная премьера, на которой показали маленькие сценки из жизни былых хозяев. Постоянно звучала музыка, и было очень атмосферно. После всех этих странствий по дворцу нас угостили липовым чаем из тех самых лип, которые растут на аллее усадьбы и которые посадила сама Янина Умястовская. Угостили и медовухой, и медом различных сортов. Кто хотел, могли погулять по усадьбе и спуститься в подвалы. Но для этого вам потребуется фонарик, который, кстати, организаторы и рекомендовали взять с собой. А после мы все вместе отправились в костел в деревне Субботники, который еще при жизни построил Владислав Умястовский. Дело в том, что у них с Яниной не было детей, и он решил построить на свои средства костел, совершить благое дело, так сказать, в надежде на чудо. Но, увы, умер через год после постройки. И в 1907 году костел стал их родовой усыпальницей. В нем остались оригинальные элементы, каким-то чудом сохранившиеся после 2 мировых войн и советского прошлого. Кованные ограды с гербом Умястовских, их портреты, люстра и та самая усыпальница с венецианской мозаикой на потолке, которая великолепно сохранилась. На стенах настоящий мрамор, и в нишах покоятся тела рода Умястовских. Только место Янины свободно, и отсутствует табличка. Дело в том, что она умерла в 1941 году, не оставив наследников, и некому было привести ее тело в усыпальницу. Да и все время было тогда такое. В Европе как раз бушевала Вторая мировая война. Так и закончился род Умястовских, оставив здесь, на этих землях, богатое наследие. Сохранить его мы худо-бедно сумели, а сможем ли возродить, покажет время. Во всяком случае, если появился инвестор и начали открывать усадьбу для туристов, это обнадеживает. Очень рекомендую эту экскурсию. В описании под видео я прикреплю все контакты, как сюда попасть и связаться с организаторами, если нужна индивидуальная экскурсия, например. Такое, как мне пояснили, тоже возможно. Почти 3-часовая программа стоила всего 25 рублей на человека. Вот такое видео о путешествии по родному краю у меня получилось. Надеюсь, что было интересно. И если понравилось, поставьте лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. Пишите свои комментарии. Может быть, кто-то был здесь или планирует сюда поехать. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. Здесь очень красивая природа. И помимо усадьбы есть на что посмотреть. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.